Мы с семьей мамой, папой и младшим братом жили в небольшом поселке городского типа. Из бабушек и дедушек у нас была только бабушка Римма, которая жила очень далеко от нас. Мама все время переживала за нее, как она одна там справляется, и все время уговаривала ее переехать к нам. Нужно было помочь нянчить внучат, говорила она ей. Но бабушка наотрез отказывалась переезжать. И вот как-то зимой после того, как она сломала руку и провела 3 месяца в гипсе, до пожилой женщины наконец-то дошло, что на старости лет нужно жить рядом с родными и близкими. Мама была довольна, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Начала готовиться к переезду. Бабушка поставила только одно условие – купить ей домик в деревне, потому что в нашем поселке она жить не хотела. После недолгих поисков, родители выбрали для нее подходящий дом на окраине деревни, именно потому что рядом стоял сосновый лес, так напоминавший бабушке тайгу и те края, где она раньше жила. Вскоре бабушка Римма переехала в новый дом, вместе со своей неизменной спутницей собакой Дариной. Дарину эту когда-то подарил бабуле наш дед, полковник в отставке, бывший артиллерист, поэтому и назвали собаку Дарина, потому как подарок. Дедушки не стало, и бабуля с собакой остались совсем одни, и вот теперь они наконец-то вместе с нами, всего в 20 километрах. В то лето мы с братом отдыхали в деревне у бабушки. Римма, так она попросила нас с братом ее называть, была еще совсем не старая и довольно энергичная женщина. Она хоть и прожила всю жизнь в деревне, но от прогресса не отставала, водила машину, владела компьютером и смартфоном. Долгое время была заводчиком собак породы ретривер. Даринка, ее последняя собака, которая приехала вместе с Риммой, в прошлом была чемпионом самых престижных выставок. Она родила за свою долгую собачью жизнь много щенков и была хорошей матерью, а также превосходной представительницей породы. Сейчас Дарина, как и Римма, была на заслуженном отдыхе. Римма не привыкла сидеть сложа руки, и тут на новом месте тоже развила бурную деятельность. В ее доме было много кур, гусей и коза Катька. Чтобы не скучать, Римма стала в теплое время года ходить в лес, то за грибами, то за ягодами, а то просто на прогулку с Дариной. Проходя по крайней к лесу улочке, она наслаждалась опрятными частными домиками и цветущими садами. Как же хорошо было нам всем вместе в деревне. Нас с братом теперь каждое лето на весь сезон отправляли к Риме на воспитание. Когда мы позавтракали, бабушка давала нам с братом работу на весь день. Кому-то кур кормить, кому-то малину, да смородину собирать. Бабушка ненавязчиво внушала нашему сознанию, что кто не работает, тот не ест, но никто другой ни о чем другом не спорил. Работа на природе в деревне была удовольствием, и в отличие от города, скучать было невозможно, да и была ответственная задача пасти козу Катьку. Так уж вышло, что это стало моей обязанностью, чем я очень гордился. У Кати был очень непростой характер. Вечером, за ужином, мы все вместе говорили о наших достижениях за день, а я скромно молчал, зная, что самое главное – мое. Как-то раз в один из дней, валяясь на зеленом лугу и слушая очередную аудиокнигу, из тех, которые нужно было прочитать за лето, я заметил вдалеке в густой траве золотую спину нашей собаки. Она мелькнула на несколько секунд в направлении леса. Я вскочил на ноги, стал всматриваться вдаль, но никого уже не было видно. Может, показалось, подумал я. Иногда такое померещится, особенно спросонья, а я частенько любил подремать на подстилке под монотонный голос диктора. Братишке и Риме я ничего не стал говорить, а то еще на смех поднимут. Бабуля-то наша была острая на язычок, мы ее с братом, если честно, слегка побаивались, решил завтра проверить еще раз. И что же вы думаете? На следующий день повторилось то же самое. Я стал звать, но она не та, чтобы не откликнулась на мой голос, а припустилась еще быстрее и скрылась в густой траве. Я не мог ошибаться. Это действительно была она, наша собака, и она зачем-то ходила в лес каждый день. Я проследил. Примерно в одно и то же время Дарина пыталась пробраться в лес незамеченной, сквозь высокую траву и кусты. Когда и как она возвращалась, я не видел. Может быть, шла другой дорогой. Через несколько дней, после своих наблюдений вечером, сидя за столом, я решил поделиться с бабулей и братом своими догадками. Римма, однако, не сильно удивилась. Она давно заметила, что Дарина каждый день куда-то пропадает.
Собака могла исчезнуть с утра пораньше и появиться только вечером, даже на обед порой не ходила, и это несмотря на отменный аппетит и безграничную любовь к еде. Сначала Римма не обращала на отлучки своей питомицы, но ушла и ушла, обратно же возвращается, значит все в порядке. Но потом она стала замечать, что Дарина подворовывает еду. Римму это очень удивило, ведь она в свое время правильно воспитала собаку. Она всегда слушалась, команды выполняла и никогда не лазила по столам, а тут стали продукты со стола пропадать. Поначалу Римма тоже, как и я, подумала, что ей показалось, а потом она украдкой проследила за Даринкой. Все верно вынесла вердикт бабуля. Ворует аккуратно так, чтобы ее никто не заметил, то кусок сыра утащит, то кусок мяса, то еще чего-нибудь и куда-то пропадает со своей добычей, тем более это было очень странно. Римма подумала, что Даринке не хватает той порции, что она выдает ей за раз. Тем более в последнее время собака часто пропускала обеды, а то и ужины, увеличили ей объем еды, но собака продолжила воровать. Попыталась Римма ее перевоспитывать. Долго думала, что же делать. Это же не дело, что собака слушаться перестала. Должна же быть причина такому поведению. Чтобы не зря пугать свою любимицу, Римма предложила мне за ней проследить. Я был горд тем фактом, что она выбрала меня для такой ответственной миссии. Понимаешь, всей толпой за ней идти нельзя. Она умная, сразу нас раскусит, сказала бабуля. Так, что ты потихонечку выследи ее, брат пока вместо тебя Катьку пасти будет. Вскоре я обнаружил, что Дарина уходит через дырку под забором в конце огорода. Лаза видно не было, кусты закрывали. Я проследил дальше и обнаружил, что Дарина ходит одним и тем же маршрутом, который заканчивается в лесу у старой сосны. Под сосной я увидел глубокую нору. Именно туда и нырнула наша собака, а когда я поближе подошел к этому логову, Дарина выскочила оттуда, злобно лая. Когда она признала меня, то сразу замолчала, развернулась и опять исчезла в норе. Я заглянул внутрь и опешил. В норе лежала наша собака, а рядом с ней копошились 3 маленьких волчонка. Вокруг них валялись игрушки Даринки, 2 потерянные миски и какие-то тряпки. В одной из них Римма потом разглядела свой любимый сарафан, который она уже долго искала. Вот значит, в чем дело, вот для кого собака воровала еду и много чего еще. Она просто хотела помочь голодным щенкам, видимо они остались одни без матери, и собака каким-то образом их нашла и взяла над ними шефство. Настоящая мать с большой буквы. Правда ведь говорят, что чужих детей не бывает. Вечером на семейном совете Римма предложила не вмешиваться в ситуацию, пусть собака вырастет волчат и обучит всему чему надо, а мы будем просто давать побольше еды, пусть носит в нору и кормит своих приемных детей. Так вообще-то и получилось. Вот такую спасательную операцию мы совершили в прошлом году. С тех пор бабуля для нас с братом стала самым лучшим другом и непререкаемым авторитетом. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.